Перед тем, как мы продолжим, and talk about the 2 books I told you would make you a millionaire. и рассказать вам немножко о 2 книгах, которые я обещал, они вас сделают миллионерами. Моя книга называется «Как построить многоуровневую денежную машину». Cash flow machine. Я на самом деле верю, что когда вы строите ваш бизнес правильно, вы создаете машину, которая сама создает деньги. And so what you see is I go step by step through the whole business. И что я здесь делаю? Я шаг за шагом прохожу через всю модель бизнеса. Where to meet good people. Где находить и встречать хороших людей. How to prospect them. Как к ним обращаться. How to do one-on-ones. Как производить презентации 1 на 1. Проводить встречи дома. How to do the bigger, like hotel meetings. Проводить встречи в больших аудиториях, типа гостиниц. How to work with lines long distance. Как работать с линиями, если вы от них далеко. How to handle the follow-up process. Как решать процессы последовательных действий. And then the last few chapters are really the leadership things. И последние несколько глав действительно относятся к лидерству. Мы говорим много о лидерстве. How do you build a huge group, and then how do you keep that exponential growth going? Как строить огромные группы и как создавать вот этот экспоненциальный рост, чтобы он продолжался до успеха. Ну, собственно, и все. Okay, I want us to spend some time today on making compelling presentations. Итак, теперь я бы хотел, чтобы мы потратили немножко времени на то, как создавать привлекательные презентации. And again, this is a fascinating topic because we're going to get a little into psychology. И опять же, это очень воодушевляющая, вдохновляющая тема, потому что мы немножко влезем в психологию. And some of it is very simple, basic stuff in terms of setting up your rooms. Для кого-то из вас это действительно очень простые такие, элементарные вещи. Мы будем говорить о том, как устанавливать комнату, оборудовать. But it's very important stuff. Но эти вещи очень важные. Because the room creates the environment. Потому что комната, она создает атмосферу. The environment controls the prospect's mindset. Атмосфера контролирует установку, которая появляется в разуме наших потенциальных клиентов, наших собеседников. And their mindset and their perception is going to determine whether they get involved with you or not. А их отношение или их установка будет определять, они будут в дальнейшем как-то с нами связаны или нет. So let's start with just some of the basic stuff and get that out of the way, and then we're going to look at the more in-depth stuff. Поэтому давайте начнем с очень простых вещей, для того, чтобы просто с ними поквитаться, чтобы они от нас отошли, и уже будем дальше входить в более сложные, продвинутые вещи. First, let's deal with this subject, which you may or may not have ever done, which is the one-on-one presentation. Может быть, я это делал, может быть, нет, уже раньше. Здесь мы поговорим о презентациях 1 на 1. I doubled the speed at which I was building my business when I changed my system to put in a one-on-one presentation. В тот момент, когда я ввел систему презентации 1 на 1 в свой бизнес, я удвоил скорость развития своего бизнеса. Because what I used to do some qualifying questions. Потому что теперь мне батарейку нужна, да? Yes, we need to change your battery. And they took. Мне теперь нужна батарейка. Потому что то, что I used to do from a one-on-one. Asking some qualifying questions to bring them to a home meeting. Потому что я раньше делал? Я проводил какие-то наводящие вопросы для того, чтобы пригласить, как говорится, затащить их на встречу дома, встречу по предоставлению возможностей. Now that was very much a numbers game. На самом деле это была просто игра цифр. You'd have to invite 15 people to a home meeting to get 2 or 3 to show up. Была такая статистика, нужно было пригласить 50 человек на встречу по предоставлению возможности дома, для того, чтобы 2 или 3 все-таки появились. But I recognized that, and that's the way we played the game. Но я это понимал и, в принципе, смирился, что таковы правила игры, и так будем играть.
We'd go into massive action, contact, present, qualify 15 people who promised they were going to be there, and figure that 2 or 3, maybe 4 would show up. То есть мы занимались тем, что действительно переспрашивали несколько раз, действительно ли эти люди придут на нашу встречу, получали от них все необходимые подтверждения, видели, что да, у них огонь в глазах, они точно придут. И из 15, 50, неважно, 2 или 3 все-таки приходили. Now, I didn't like that, but that was the dynamics of reality. Ну, такова была реальность, такова была динамика этой реальности. And somewhere along the line, I decided to test this intermediate step, which was a one-on-one meeting with the prospect. Но в какой-то момент мне это начало надоедать немножко, я решил использовать какой-то немножко новый подход, презентации 1 на 1. And there's 2 very important reasons why this is so effective. И на самом деле существуют 2 очень важные причины, почему такие презентации действительно очень эффективны. One is from the prospect's vantage point. То есть с точки зрения потенциального клиента. It's much less threatening to go to a half-hour meeting than it is to go to a big hour-long home meeting in somebody's house. Для потенциального клиента намного более безопасно идти на получасовую встречу 1 на 1 где-то в открытом месте, в кафе, чем каким-то незнакомым людям домой на час. Because I conduct them at coffee shops, so that seems like a neutral space to them as opposed to going to somebody's house. То есть я проводил эти мероприятия в какой-нибудь кофейне, в каком-нибудь кафе. Это было достаточно такое нейтральное место и более безопасно, чем быть у кого-то дома. Here's the second reason why it's so effective. Вторая причина есть, почему это более эффективно. It screens out the non-prospects so they don't ever come to your home meetings. Этот момент эта презентация заранее отсеивает ваших клиентов, которые не будут никогда потенциальными клиентами, для того, чтобы больше не тратить время и усилия для того, чтобы пригласить их на другие встречи. Because see, before, if you had one negative person, that could ruin it for 3 or 4 other prospects. Потому что раньше, если у вас был один негативный клиент на такой встрече, он мог полностью разрушить все это мероприятие, всю эту встречу для остальных людей. This way, that doesn't happen. The non-prospects, you get them out of the pipeline early. Таким образом, благодаря этим встречам можно было производить отсев и убирать отсеивать тех людей, которые никогда бы не стали нашими потенциальными клиентами на ранней стадии. And the people who come to the home meetings, they're really pre-qualified. They're already leaning in the direction of joining. И получалось, что после встречи 1 на 1 эти люди, которые уже приходили на вторую встречу, на домашнее мероприятие, на домашнюю встречу, они уже как бы наклонялись вперед и более были восприимчивы к получению информации. Они уже ждали. And it gives you another step in that ladder of escalation. И это давало вам дополнительный шаг на этой лестнице эскалации, лестнице роста. Now, remember the things I talked about earlier when we mentioned this. Помните, о чем мы говорили раньше? Мы это уже упоминали. Very important. We let people know you can't buy anything, you can't sign anything. Очень важно дать людям знать, что вы ничего не сможете купить, вы не будете ничего подписывать. Please tell them, want to meet you for a cup of coffee, 30 minutes or less, and just give you an overview of what this is about. То есть мы говорим о том, что я хочу с вами встретиться за чашечкой кофе и просто дать вам какой-то обзор, для того, чтобы просто посмотреть на обзор того, чем мы занимаемся. Ничего у вас не буду просить. Now, some people are going to say, well, can't you just tell me on the phone? Некоторые люди обязательно вам скажут, ну а не мог бы ты мне по телефону сказать, что ты от меня хочешь? And you say, I'm sorry, I can't do business on the phone. Вы ему говорите, извини, но бизнесом заниматься по телефону я не могу. If you're serious, just meet me and let's have a cup of coffee. If you're not serious, let's not waste anybody's time. Если это серьезно, то давай встретимся со мной за чашечкой кофе. Если не серьезно, не будем тратить время друг друга. I have found realistically
9 or 10 out of 10 people will meet you for a one-on-one and actually show up. Вы знаете, реалистичные цифры заключаются в следующем, что 9 из 10 все-таки придут на эту встречу один на один, на самом деле. And then I get right to business because I really want to keep it to under 30 minutes. И я сразу перехожу к делу, потому что я обещал, что встреча не продлится больше 30 минут, и я выполню, сдержу свое слово. So what's the first thing you think I'm going to talk about? Как вы думаете, что первое, о чем я начну говорить? Somebody shout it out. Какие-то идеи есть у вас? Huh? Benefits. Very good. Whoever says benefits, that's right. Тот, кто сказал это слово, тот прав. Always our presentations, anyone, home, one-on-one, two-on-one, hotel, we always want to start with the benefits. Всегда на наших презентациях, неважно, один на один, в доме или в гостинице, мы всегда хотим начинать наши презентации с преимуществ. All prospects are skeptical. Все потенциальные клиенты скептически настроены. Average person today is assaulted with 2,000 advertising messages a day. Среднестатистический человек сегодня ежедневно атакуется 2000 рекламного характера сообщениями. Ежедневно 2000 сообщений рекламного характера. They come with like a force field, like they had in Star Trek. They have a force field around them to protect them from sales pitches. Они как будто ходят вот в окружении такого защитного поля, которое их охраняет вот от этих всех обращений, вот все эти рекламные обращения к ним. And the way you get the force field down and their mind open is to start with the benefits they can get. И то, как вы можете опустить это забрало, опустить это защитное поле, это начать разговор с преимуществ. I also qualify them very early in that stage. Я в то же самое время провожу уже некого рода отсев на этой стадии сразу. And I tell them they need two things to qualify. И я им говорю, что им необходимо обладать двумя вещами для того, чтобы быть квалифицированным, подходить для этого дела. Number one, they need 10 hours a week. Во-первых, им необходимо иметь 10 часов в неделю. And number two, they need a dream. Им необходима мечта. And I tell them, because if you don't have the dream, you'll never find the 10 hours a week. И я им это сразу говорю, потому что если у вас нет мечты, вы никогда не найдете 10 часов в неделю. We're all busy. Everybody's busy. Мы все заняты, у нас нет времени. Ни у кого нет времени. Every prospect you approach is already using all 24 hours of every day already. Дело в том, что абсолютно каждого потенциального клиента, абсолютно каждого собеседника, с кем вы столкнетесь, он уже использует все 24 часа своего времени в сутки. Now, most of that time is stupid time. Большинство из этого времени он тратит по-глупому. They're working at a stupid job for a stupid boss. Например, они работают на глупой работе на глупого босса. They're hanging around with their stupid friends talking about gossip. Они тратят свое время на то, чтобы болтаться со своими глупыми дружками и постоянно занимаются распространением глупых слухов. And they're spending 6 hours a day in front of the stupid TV watching stupid TV shows. А еще 6 часов в день они проводят перед глупым телевизором, разглядывая глупые телевизионные шоу, передачи. But that's the reality of their life, so they're busy. Но это реальность их жизни, они заняты. And don't think they're going to want to easily give up 6 hours a day worth of TV. И не подумайте, что они очень так легко сдадутся и отдадут вот эти 6 часов в день просмотра своего телевизора для вас. You have a better chance if you ask them to donate their kidney to you. И у вас будет намного больше шансов, если вы у них попросите подарить вам их почку. Чем 6 часов у телевизора. People are just, they're glued to the television 5-6 hours a day. Люди просто приклеены к телевизору по 5-6 часов в день. So you've got to get them back in touch with their dream to get their attention. Поэтому для того, чтобы привлечь их внимание, вам просто необходимо вернуть им их мечту, чтобы они вспомнили, какая их мечта.
And I don't think anybody in the business, myself included, does enough dream building. И я не думаю, что вообще есть хоть кто-то в этом бизнесе, даже я, кто делает достаточно, достаточно усилий в построении мечт людей. So you'll see when we start talking about the home and hotel meetings, I'm going to go much more in depth on that. То есть, когда мы вот подойдем к встрече в отеле, я немного глубже буду об этом говорить. But for the one-on-one, I only have a minute for it. Но на презентацию 1 на 1 у меня для этого выделена только минута. Because I got my one-on-one is timed to be done in 27 minutes. Потому что моя презентация 1 на 1, она вертится вокруг одних временных рамок. 27 минут после приветствия у меня только есть. So what I tell them is they need two things, the 10 hours a week and a dream. Поэтому сразу, сходу я говорю, что все, что им необходимо, это 10 часов в неделю и мечта. Now, then I'm going to make a certain statement about that dream. После этого я сделаю определенные заявления по поводу этой мечты. Now, if I'm talking to this man right here, если я буду разговаривать с этим молодым человеком здесь, I'm going to say, I'm not sure what that dream means for you. Я бы ему сказал, я не совсем уверен, что эта мечта значит для вас. Maybe you want to get a brand new Lamborghini. Может быть, эта мечта значит, что вы хотите иметь возможность в любой момент купить новенький Lamborghini. Or maybe you want to give $1 million to charity. Или передать $1 миллион на нужды благотворительности. I say, I don't know which one it is with you, but you need to have that dream. Я не знаю, в чем заключается ваша мечта, но эта мечта вам необходима, у вас она должна быть. Now, if I was talking to her, если бы я сейчас разговаривал с ней, I would say, I don't know what that dream means for you. То я бы сказал, я не знаю, что эта мечта значит для вас. I don't know if you want a new, bigger house. Я не знаю, эта мечта значит, что вы хотите новенький большой дом. Or you want to give $1 million to charity. Или передать $1 миллион на благотворительные средства, на благотворительное использование. So when I'm talking to a man, I say a Lamborghini or a Ferrari. То есть, когда я разговариваю с мужчиной, то я использую слово Lamborghini или Ferrari. When I talk to a woman, I use a house. Если я разговариваю с женщиной, то я всегда использую дом. Now you're going to say, well, Randy, that's kind of sexist. Но некоторые люди мне говорят, ну, Рэнди, но это звучит как-то, как будто ты какой-то сексист. And you're right. И вы правы. Because it works. Потому что это работает. Most men большинство мужчин are more motivated by a sexy sports car. больше мотивируются какой-то сексуальной спортивной машиной. Most women don't care about sports cars, they care about homes. Большинство женщин, им наплевать на эти сексуальные спортивные машины, их больше интересуют дома. So if you don't like it, sue me, but it works. Поэтому, если вам эта фраза не нравится, подайте на меня в суд, но это работает. Now, you see, we're getting a little bit into the psychology here because of the man versus woman, right? Видите, мы опять возвращаемся немножко в вопрос психологии, потому что мы говорим женщина против мужчины, мы их постоянно сравниваем. But we actually have psychology under the psychology. Но по большому счету мы сейчас говорим о психологии, которая под психологией находится. Because you'll notice in both cases I offered them one dream which was selfish and materialistic. Потому что вы заметите, что я в обоих случаях им предложил одну мечту, которая была очень материалистичной и эгоистичной. And the other dream was selfless and charitable. А другая мечта была, совершенно не завязана на них собой и связанная с благотворительностью. Now, why am I doing that? Вопрос, почему же я это делаю? Because of the programming that we discussed in the first session this morning. И именно из-за того программирования, о котором мы сегодня утром уже обсуждали. The truth is, the odds are when I meet either one of these people, they are programmed with limiting beliefs. Потому что, скорее всего, когда я встречу этих двух людей по отдельности, они уже будут запрограммированы ограничивающими их убеждениями. And they, on a subconscious level, believe that money is bad. И на подсознательном уровне они уже верят, что деньги это плохо.
rich people are evil, что богатые люди, они все злые, and it's spiritual to be poor. и что это очень духовно быть бедным. So I allow them to deceive themselves. Я им позволяю обманываться самим. He will think, yes, I would give $1 million to charity. Он будет думать, да, я отдам $1 миллион на благотворительность. But the truth is, Но правда when he gets his first million, заключается в том, что когда он получит свой первый миллион, he might break his leg. He's running to the Lamborghini dealership он, so fast. может быть, подскользнется, упадет и сломает ногу, когда будет бежать в дилерство Lamborghini. See? Yes? Да? And of course she wants a brand new $1 million house. Да, конечно, она хочет новенький дом за $1 миллион. But she wants to think that she would give it away to the orphanage. Но хочет думать, что она все эти деньги передаст в детский дом. Because that lets her feel noble. Потому что это позволяет ей себя ощущать благороднее. So I give them both, one for their conscious mind and one for their subconscious mind. Поэтому я им одновременно даю две причины. Одну причину для своего сознательного разума и одну причину для своего подсознательного разума. One of the things you're going to discover about these things that I share with you all weekend Одна из вещей, которую вы наверняка заметите вот из всего того, что я буду с вами делиться на эти выходные, is I'm a very scientific, rational, analytical guy. что я очень рациональный, научный, аналитический парень. I study what works and what didn't work. Я изучаю то, что работает, и то, что не работает. And I have done, between one-on-ones and two-on-ones, I have done literally thousands. И я провел, наверное, тысячи презентаций, 1 на 1 и 2 на 1. And I have done literally thousands of home meetings. И я провел тысячи домашних презентаций. And hundreds and maybe even thousands of hotel meetings. И сотни, может быть даже тысячи презентаций, встреч в отелях. And every time I finish a meeting, I analyze it. И каждый раз, когда я заканчивал встречу, когда я заканчивал презентацию, я ее анализировал. Last night I had 5 people in the house meeting and nobody signed up. Например, вчера вечером у меня было 5 человек на встрече дома, и ни один из них не подписался. Tonight I had 5 people and 3 signed up. Сегодня у меня было 5 человек, и 3 подписались. What did I do different tonight? Так что же я сделал по-другому сегодня? And every single presentation like this, I have critiqued thousands of them to find the structure that's the most effective. И абсолютно каждую презентацию, которую я провел из всех этих тысяч, абсолютно каждую я раскладывал по полочкам и критиковал для того, чтобы понять, что я сделал правильно и что неправильно. So we meet at a coffee shop. I say, I promised you this was less than 30 minutes, so I want to get right down to business. То есть мы встречаемся в кофейне, в кафетерии, и я говорю, я тебе обещал, что это будет меньше, чем 30 минут, поэтому давай сразу перейдем к делу. I've got a business opportunity I think you may be perfect for, and I got to let you know there's 2 qualifications. И я хочу тебе сказать, что у меня есть бизнес-предложение, которое, я считаю, тебе бы могло очень сильно заинтересовать, но есть 2 условия. Number 1, you need 10 hours a week. Во-первых, тебе необходимо иметь 10 часов в неделю. And number 2, you need a dream. И номер 2, тебе необходимо иметь мечту. I don't know what that dream is for you. Maybe you want a brand new red Lamborghini Diablo. Maybe you want to give $1 million to charity. Может быть, я не знаю, что это за мечта такая, которая у тебя есть. Может быть, ты хочешь совершенно новенький красного цвета Lamborghini Diablo. Может быть, ты хочешь отдать $1 миллион на благотворительность. Now let me show you how this works. Давай я тебе сейчас покажу, как это работает. And now I'm going to start drawing circles. И вот теперь я только перехожу к этому моменту нарисования вот этих кружочков. And I'm going to it'll take me about 20 minutes worth of circles to go down 5 or 6 levels deep to show him how exponential growth works. И мне потребуется примерно 20 минут для того, чтобы опуститься вот с этими кружочками на 6 уровней вниз, для того, чтобы показать, как этот экспоненциальный рост на самом деле работает. And I'm going to establish the credibility of the industry. И я должен за это время, и я обязательно это сделаю,
создать, возродить доверие к этой индустрии. I'm going to make sure he knows this is not an illegal pyramid or a cash game, but a very legitimate, legal form of business in 80 different countries and territories around the world. Я убежусь в том, что он понимает, что это никакая не пирамида, никакая денежная игра, а вполне легальный бизнес, который нормально работает в 80 странах мира. I'm going to let him know it's been around for more than 50 years and doing more than $16 billion a year. Я ему обязательно, я сделаю все, чтобы он знал, что этот бизнес уже более 50 лет работает и уже больше 60 миллиардов долларов прошло. Now, I'm already 21 or 22 minutes into the presentation. Вот я уже на 22-й минуте этой презентации. And now I'm going to tell him about the product line. И вот только сейчас я подхожу к объяснению линии продукции. And listen to this very carefully, product people. И слушайте очень внимательно, люди, которые любят начинать с продукции. My entire presentation on the products is one sentence. Вся моя презентация по продукции вкладывается в одно предложение. So, what company are you in? В какой компании вы? Okay, it's nutritional products? Nutrition. Like any particular kind, Chinese herbs or Chinese? Okay. So, I'm going to say, if I was in Tianqi, I would say... Если бы я был в Тяньши, я бы сказал... Now, you're probably wondering how this volume is produced. Вы наверняка сейчас интересуетесь, вам наверняка интересно, вот как все эти объемы, они создаются. Well, the company we're associated with is called Tianqi. Компания, с которой я связан, это компания Tianqi. And we have a complete line of herbal wellness products. И в нашей компании представлена целая линия продукции добавок растительного происхождения для поддержания хорошей формы, хорошего самочувствия. That's all I'm going to say about the product line. Все, что я скажу по поводу продукции. Now I'm going to take a minute or two and talk about the support structure he can expect if he joins the business. А теперь я возьму минуту или две для того, чтобы поговорить о поддерживающей структуре, которая будет за его спиной, если он решит связать себя с этим бизнесом. I'll let him know I'm going to do a get started training. I'm going to go with him to his first presentation. Я обязательно ему сообщу о том, что у него будет, естественно, первые тренинги по началу деятельности, будут семинары, обучение. I'm going to do meetings at his house. Я ему скажу, что я его буду поддерживать, что я буду вместе с ним проводить первое время встречи в доме. The company has all kind of marketing materials to support him. Что у компании огромное количество маркетинг-материалов, которые будут поддерживать его в его работе. And then I'm going to say what? И потом что же я скажу? Who knows what I'm going to say? Кто знает, что я скажу? Yeah, this lady, shout it out. Вы знаете, крикните. What am I going to say? Что я скажу? She speaks English. Она говорит по-английски. What am I going to say at the end of my one-on-one? В конце презентации 1 на 1. Does it look like... Yes. Okay. Хорошо. Exactement. Правильно, именно в Does этот that самый look момент. like something you would like to explore further? Похоже ли это на то, чтобы вам захотелось узнать побольше? Now, let's Вам хотелось узнать побольше. go back to the dynamics of the situation. Давайте немножко вернемся к динамике всей этой ситуации. Because all you guys who are used to leading with the products, Потому что вот все те люди, все вы, кто решили начинать разговор с продукцией, are saying, well, he doesn't know anything about the products yet. You just told him one sentence. они начинают думать про себя, он ничего не знает, наверное, про продукцию. Все, что он сказал, это было одно предложение. Exactly. Конечно. Because now he's going to have questions, isn't he? Потому что сейчас у человека появятся вопросы, не правда ли? He'll want to know more about the company. Он будет хотеть знать больше о компании. He'll want to know more about the products. Он будет хотеть знать больше о продукции. And then I'm going to say, great, glad you're interested. И после этого я ему скажу: здорово, великолепно, я рад, что тебе интересно. Here's what needs to happen next. Вот что должно произойти далее.
Write those words down. Запишите эти слова. Here's what needs to happen next. Вот что должно произойти далее. Now, why is this important? Почему это важно? Because you have to control the process. Потому что вы должны контролировать этот процесс. The prospect wants to control the process. Дело в том, что потенциальный клиент изначально хочет контролировать этим процессом всем. He's going to try and ask me questions now. He wants to get his, questions answered. Он будет пытаться задавать мне вопросы сейчас, чтобы ввести меня в этот режим, когда я буду отвечать на его вопросы. But I'm not going to let him. Но я ему этого не позволю. I have to control the process. Я должен контролировать этот процесс. So I use those exact words. Here's what needs to happen next. Поэтому я использую эти слова, эту фразу. Вот что должно произойти дальше. And then I direct him to the next step in the equation. И после этого я его перенаправляю на следующий шаг нашей формулы. It might be a home meeting, it might be a conference call, whatever it is with your particular system. Это будет встреча дома, это будет конференц-звонок, все что угодно, но с вашей подачи. And that is the most successful way to do a one-on-one. И вот это и есть самый успешный способ того, как проводить встречи один на один. And there's three possible outcomes here. И существует всегда три возможных варианта продолжения продолжения действий, что будет происходить дальше. Outcome number one, he tells me no, he's not interested, and he does not want to explore it further. Вариант номер один, он скажет: нет, мне не интересно, и вообще даже думать об этом я больше не хочу дальше. And listen to what I'm going to say. И послушайте, что на этот вариант я скажу. I'm going to say, thank you for spending the time to look at this. Я ему скажу: спасибо за то, что ты потратил свое время, рассматривая это. I'm going to pay for the coffee. Я заплачу за кофе. Leave a nice tip. Оставлю чай на чай официанту. And leave. И уйду. I'm not going to try to convince him or close him or sell him or beg him. Я не буду пытаться его переубедить или его просить, умолять или вообще что-либо с ним делать. The whole point of the one-on-one is to find out if he's really a prospect. Потому что помните, в чем заключался смысл, весь смысл этой презентации один на один. Просто определить, он потенциальный клиент для нас или нет. And if someone's not a prospect, you don't want them to come to your home meeting. И если кто-то не есть потенциальный клиент для вас, вы не хотите, чтобы этот человек приходил к вам домой на эту встречу. Now, possible outcome number two. Второй вариант. He's not interested to come to a meeting to know more, but he expresses some interest about your product line. Он не заинтересован приходить на следующую встречу, но его интересует продукция. He says, no, I'm not really interested in a business, but I've been having this energy problem. Do you have anything that would help that? Ну и он вам говорит что-то типа: ну, мне не интересно приходить на эту следующую встречу, но в последнее время у меня какие-то проблемы вот с энергией, да, может быть, у вас есть что-то, что может помочь мне? And if that's the case, now we go forward with all the product information and work to get him as a customer. Если дело в этом, то мы все свои усилия уже направляем на презентацию по продукции, и мы берем его в качестве хорошего клиента. Or possible outcome number three. Или возможный вариант развития событий номер 3. He has all these questions he wants answered, and I just say, here's what needs to happen next, and I bring him to the next step. Он пытается засыпать нас всеми этими вопросами, на которые он хочет получить ответ. Я ему говорю, что я не могу сейчас на них отвечать, и просто перевожу его на следующий шаг, на следующую ступень. Because the one-on-one is not a decision-inducing stage. Потому что помните, что встреча один на один – это не встреча, это не уровень, вызывающий принятие решения. It's an initial qualifying stage. Это первоначальное квалифицирующее действие. And if you will implement this one-on-one, I think you will see it will dramatically increase the speed of your organization Если вы sponsoring. начнете применять вот эти презентации один на один, то вы заметите, что это очень сильно повлияет на скорость спонсирования вашей организации.
What we're really talking about here is creating culture in your organization. О чем, по большому счету, мы здесь сейчас говорим, это о создании культуры в вашей организации, особой культуры. The speed and the method that you start prospecting at your level is what's going to duplicate through the group. Вообще, скорость и те методы, которые вы начнете использовать во время этих презентаций, они будут дуплицироваться вашей группой. So what I want you to do, even if you've been in for 2 years or 5 years up to now, just start fresh from today. Даже если вы уже занимаетесь этим 4, 5, 6 лет, начните с чистого листа, свежими с сегодняшнего дня. Don't beat yourself up because you used to grow slow. Не надо себя избивать за то, что вы привыкли расти медленно. Now that you're learning some new information, give yourself permission to start fresh today and grow fast. Сейчас, когда вы узнаете новую информацию, дайте себе разрешение уже продолжить расти с нового листа и расти быстрее. And that's the culture I want you to create in your group. Is this culture of building fast. И вот эту культуру я бы хотел создать в вашей группе. Это культура построения организации быстро. And if you start that attitude at the top, that's what will filter through your group. Если это отношение вы начнете у себя с вашего уровня, это довольно быстро пройдет вниз, опустится и распространится по всей вашей группе. You know, learn the skills, know how to do that get started training. То есть изучите эти навыки и узнайте, научитесь тому, как проводить вот эти презентации. Get people in action right away. Начните заставлять людей действовать сразу, сходу. And if you get them going right away, they will get their people going right away. Если они начнут действовать сразу же, с самого начала, то они будут учить и своих людей действовать сразу же тоже. And that's what's going to go through your group. И вот именно это будет распространяться по вашей группе. If your group is not growing fast, it's because you created the wrong culture. Если ваша группа не растет быстро, это значит только одно, что вы лично создали неправильную культуру в вашей организации. And as soon as you change the mindset at the top, that's what will filter through the organization. В тот самый момент, когда вы измените свое собственное отношение у себя, на вашем уровне наверху, именно это отношение и будет распространяться далее по вашей группе. Okay, let's talk about the home meetings. Давайте теперь поговорим о домашних презентациях. These are small scale, might be 5 people, might be 8 people. Это не очень большое собрание, это может быть 5 человек, это может быть 8 человек. You shouldn't be having home meetings with 30 or 40 people, or it means you're doing something wrong. Нет никакой необходимости проводить вот эти встречи по 30-40 человек, иначе вы делаете что-то не так. Because I don't want to have these 30 people at my home meeting. Потому что я бы не хотел, чтобы вот эти 30 человек были на моей встрече у меня дома. I want to have 4 or 5 of my people trained, so they're doing home meetings of their own. Я бы хотел, чтобы 4 или 5 моих людей были так натренированы, чтобы они проводили эти встречи у себя дома с большим количеством людей. On some Tuesday night, when I'm doing a meeting in my home, к примеру, однажды во вторник вечером я провожу какое-то мероприятие, какую-то вот домашнюю встречу у себя дома. I would have distributors all over the city doing their own home meetings. Я бы хотел, чтобы именно в эту же самую минуту мои дистрибьюторы в других концах города проводили точно такие же презентации, такие же встречи. Okay, now I'm going to give you some fundamental setup stuff for home meetings. Я вам сейчас дам набор фундаментальных вещей, необходимых вам для домашних презентаций. Let's say you have a whiteboard that you're going to be drawing circles on. Давайте предположим, что у вас вот есть такой альбом вот, на ножках, на котором вы можете рисовать ваши кружочки. Put that away from the entrance door, so if somebody comes late, they don't disrupt the meeting. Пожалуйста, постарайтесь как можно дальше от входа в вашу комнату установить этот альбом. Make sure you have fresh markers. Убедитесь в том, что у вас есть маркеры. Если кто-то зайдет, он просто всем будет мешать с этим выступлением. Make sure they're erasable. Убедитесь в том, что эти маркеры, они не постоянные, что их можно стирать. Get the pets and the children out of the house. Пожалуйста, постарайтесь убрать ваших детей и ваших животных немножко подальше от дома.
oh, but my children are so beautiful. Everybody wants to see them. О, но мои дети такие красивые, все хотят с ними познакомиться. We're not here to show off your children. We're here for business. Но дело в том, что мы здесь не для того, чтобы показывать всем ваших детей. Мы здесь по делу. They say, well, my cat is really friendly. She loves everybody. Но если кто-то говорит, ой, моя кошка, она такая дружелюбная, она вообще дружит абсолютно со всеми. But we don't want your prospect petting the cat when she's supposed to be looking at the numbers on the board. Ну, знаете, мы бы не хотели, чтобы ваш потенциальный клиент занимался тем, что гладил вашу кошку, вместо того, чтобы смотреть на вас, когда вы занимаетесь, даете информацию на доске. You know, unplug the telephone. Make sure that the air conditioning is cool, that the room is comfortable, not elegant snacks. Ну, постарайтесь, выключите телевизор, убедитесь, если у вас есть кондиционер, чтобы он работал, не слишком холодный воздух гнал. Убедитесь, что комната проветренная, что не разбросана никакая еда по углам. You know, don't make a big homemade cake, because then people are going to think they have to be a cake baker to do the business. Не надо готовить какой-нибудь праздничный пирог к их приходу, потому что люди начнут думать, что для того, чтобы правильно и хорошо быть успешным в этом бизнесе, они должны научиться печь пироги. Same thing for the hotel meetings. Make sure the room has the right number of chairs set up. То же самое в гостинице. Если вы проводите встречу в гостинице, убедитесь, что у вас достаточное количество стульев в комнате. And that would mean 60% of the amount of people you actually expect. Достаточное количество стульев значит 60% от того количества людей, которых вы ожидаете сегодня увидеть в зале. So, if you think there's going to be 100 people at the meeting, you only set up 60 chairs. Поэтому, если вы знаете, что 100 человек придут к вам на эту встречу, подготовьте, пожалуйста, 60 стульев. Because at the time you begin, only 60% of the people will be there. Потому что к тому моменту, когда вы начнете эту презентацию, только 60% людей к вам в зал туда придут. Because 40% of all people in the Ukraine are late. Потому что 40% людей на Украине, как правило, опаздывают. Everywhere they go. Везде, куда бы они ни шли. Now, how do I know that? Как вы думаете, откуда я это знаю? Because 40% of the people are late everywhere in the world. Дело в том, что 40% людей в любой стране мира опаздывают. Okay? So what you don't want to happen is to have a prospect see empty chairs during the meeting. Что вы действительно не хотите увидеть, это что, когда придет ваш потенциальный клиент, чтобы он смотрел на пустые стулья вокруг себя. So you want them sitting in one of the front rows. Вы знаете, вы хотите, чтобы они сидели где-то на первом ряду. And before the meeting starts, they're going to just be looking around a little to see who else is here. И вы хотите, чтобы перед началом встречи они вот так вот немножко смотрели по сторонам, для того, чтобы просто посмотреть, ну, кто еще здесь есть из знакомых. And it's a psychology thing. Это психология. We want that every time they turn around, the chairs are more full. Мы хотим, чтобы каждый раз, когда он будет оборачиваться назад, чтобы он видел, что стулья все заняты. Then 4 or 5 minutes before the meeting, we want them to see that every chair is full. За 4-5 минут до начала встречи мы хотим убедиться в том, что абсолютно все стулья заняты, что нет свободных мест. So now, psychologically, they're thinking, oh, looks like they got a full crowd tonight. И чисто с психологической точки зрения мы хотим, чтобы они начали думать так: о, похоже, что сегодня аншлаг, что весь зал заполнен. This must be a pretty important deal. Наверное, здесь что-то действительно важное будет проистекать, что-то действительно интересное. Then they hear some noise. После этого они слышат какой-то шум. They turn around, they see, wow, they're bringing in more chairs. There's more people than they even expected. Они оборачиваются на шум и видят, что ваши помощники заносят в зал еще стулья. То есть это значит, что еще люди придут больше, чем даже ожидалось. Because those are the people that are a few minutes late or just as it's starting, they're filtering in. То есть это те самые люди, которые всегда опаздывают, вот, через несколько минут после начала они начинают только просачиваться в зал.
then you got 20% of your distributors who are always late for every function. Всегда существует 20%, у вас всегда будет 20% ваших собственных дистрибьюторов, которые, что бы вы ни делали, будут опаздывать на абсолютно все конвенции, на абсолютно все встречи. And say, oh, I'm sorry, it was really bad traffic. И обычно они говорят, что, извини, слушай, вообще сегодня такие пробки кругом, не проехать. But of course it's bad traffic everywhere they go their whole life. Но на самом деле всегда пробки везде, куда бы они ни поехали. Всю жизнь их преследуют пробки. So those people, you just bring in the chairs as they arrive, Поэтому one by для one. этих людей совершенно нормально. Вносите стулья по мере их появления в зале. Now what the hotel or the convention hall want to do is they want to bring in a whole stack of chairs and leave them in the room. Но иногда в отелях в Америке делается так, что приносят вот целую такую пачку стульев, сложенных один в один, да, и ставят где-то в углу комнаты. But you don't let them do that. Не позволяйте работникам отеля это делать ни в коем случае. You only bring in the chairs one by one. Вы заносите стулья только по одному. Because there can never be a naked chair in your meeting. Потому что на вашей встрече не должно быть ни одного пустого стула. Never, not even one. Никогда, даже одного стула пустого нельзя допускать. Now, here's the way that this is handled. Вот как обычно это делается. About 3-4 minutes before the meeting is going to start, one of the leaders is going to come up on the microphone. За 3-4 минуты до того, как начинается мероприятие, ваша встреча, один из лидеров подходит, берет микрофон. And they're going to say, okay, we're going to get started in 3 minutes. I'm afraid we cannot reserve any more chairs. We have people coming that need to sit there. И говорит следующую фразу, что через 3 минуты мы начинаем, к сожалению, мы больше не можем резервировать дополнительные места, еще приходят к нам люди. Then if I'm a leader, while I've got my guy up there, maybe he's going to be the guy doing the meeting, I quietly walk to the back of the room. А я как лидер, пока вот мой лидер, мой другой лидер находится на сцене, я очень тихо иду в конец комнаты. And then as people come, I direct them to the chairs. And I say, oh, I've got one here. И когда люди заходят в зал, я их направляю к пустым стульям. Because she wants to keep her purse in the chair. Потому что, видите ли, я говорю, вот туда надо сесть, потому что вот дама хочет, чтобы ее сумочка на отдельном стуле стояла. But I can't have any naked chairs in my meeting. Помните, я не могу разрешить, чтобы были какие-то пустые стулья на моей встрече. Now see, let's say I've got one empty chair here. Поэтому предположим, что я увидел один пустой стул там. And I got one empty chair there. И один пустой стул там. Now there'll be a couple that just arrived. They're going to want to sit together. Ну, наверняка появится пара, которая только что зашла и они хотят сидеть вместе. But I'm not going to let them. Но я им этого не позволю. Because if I go and get them 2 new chairs, then I'm still going to have 2 naked chairs here. Потому что если я пойду и возьму для них 2 новых стула, то 2 стула в зале будут оставаться пустыми. So as soon as I see the couple walk out, I say, oh, 2, right this way. Поэтому я говорю, как только пара заходит, я вижу, что пара заходит, я говорю, хорошо, идите прямо за мной. Now they're standing in the middle of the room. There's 800 or however many people looking at them, right? И вот я стою посередине комнаты, вокруг нас там сотни человек. And I say, I can get one here. И я говорю, я могу вас посадить одного там и одного там. And now, because everybody's looking at them, they're just going to go sit down because they're not going to create a scene because that would be the tall flower, and they know the tall flower gets chopped off. И теперь только благодаря тому, что абсолютно все внимание устремлено на них, они сядут именно там, где я скажу, потому что они не хотят выделяться, они не хотят быть высоким цветком, потому что вы помните, что с высоким цветком делают обычно. So I will fill every single chair in my meeting room. Поэтому таким образом я заполню абсолютно каждый стул в моем зале. But I'll have them right outside the side door, and I will get them one at a time as people come in. Но я буду находиться в дальнем конце зала и буду их приветствовать, когда они будут заходить и перенаправлять на свободные места. Because see, the guests always come early. We seat them in the front. Потому что, видите ли, гости, они всегда приходят раньше, и мы их видим в первых рядах.
The people who are late are the same 20% distributors who are always late. А те люди, которые опаздывают, это все те же 20% дистрибьюторов, которые будут опаздывать всегда. So it doesn't matter that they're seated in the back. Поэтому совершенно не важно, посадим мы их сзади или еще где-то. What matters is that when we have our new guest here for the first time today, что действительно важно, это то, что когда перед нами будет здесь сидеть наш новый гость, и он будет здесь первый раз. the first time he looked back, there was 15 rows. Первый раз, когда он посмотрит назад, он увидит, что за ним еще 15 рядов. Second time he looks back, there's 20 rows of chairs. Второй раз, когда он посмотрит назад, он увидит, что там 20 рядов стульев. And when he finally gets up to leave at the end of the meeting, he's going to see there's 25 or 30 rows of И chairs. в конце этого мероприятия, когда он наконец уйдет с этого мероприятия, он увидит, что за ним еще 25 рядов. And psychologically, in his mind, he's going to say, wow, they just kept coming and kept coming. И внутри его головы, чисто с психологической точки зрения, он будет говорить про себя: о, они все продолжают идти и продолжают идти. So now we have our social proof coming into play. И вот сейчас вступает в игру наше социальное подтверждение. I thought this was a good idea, but this is an even better idea than I imagined. Я думал, что это хорошая идея, но это даже лучшая идея, чем я мог себе представить. This is a safe decision to make. Это совершенно безопасное решение, которое я могу принять. And on the subconscious level, И на моем подсознательном уровне he's saying, I better join. If all of these people have already joined, I better get in this deal now. он говорит себе: лучше бы я вступил, лучше мне вступить сейчас, потому что я смотрю на всех этих людей, они тоже вступят или уже вступили. And it's more scary to say no than it is to say yes. И для него становится намного более страшным сказать «нет», чем сказать «да». Now, I do suggest you read the books and learn about all of the stuff to cover in the meeting. Я, естественно, советую вам, чтобы вы продолжали читать все эти книги и учились новым вещам, которые вы можете говорить во время этих выступлений, этих презентаций. But just to give you a guideline, I'm going to give you a general outline of how this would look like. Но для того, чтобы вам дать какие-то путеводные огни, я бы просто вам дал какие-то вот основные пункты, о чем вам нужно говорить. When I do a home meeting, it takes me just under 60 minutes. Когда я провожу домашнее мероприятие, домашнюю презентацию, она у меня занимает чуть-чуть меньше 60 минут. If I'm doing a medium-sized hotel meeting, I'll take 90 minutes. Если я провожу встречу в отеле, среднего размера встречу, она у меня займет где-то 90 минут. If I'm doing a big meeting like this with a couple thousand people, I'll take 2 hours. Если я провожу большую встречу с таким количеством людей, как здесь, то это у меня займет минимум 2 часа. The bigger the meeting is, the longer I'm going to spend. Чем больше встреча, тем больше времени я буду тратить. But it's the same exact outline. Но буду использовать абсолютно то же самые путеводные огни, те же самые основные моменты. The difference is, in the bigger meetings, is more dream building. Дело в том, что чем больше мероприятий, тем больше мне надо фокусироваться на построении мечты, More stories больше использовать истории жизни and more jokes. и больше шутить. But I follow the same exact outline. Но я использую абсолютно тот же самый план. So I start with the dream building. То есть я начинаю с построения мечты. In a home meeting, I might do 5 minutes of that. То есть дома, может быть, мне потребовалось 5 минут на эту часть презентации. And I'll do it in a non-threatening way. И я бы это сделал в совершенно неугрожающим способом. And this is where we get into psychology again. Опять мы здесь возвращаемся в психологию. Снова. Let's say I'm doing a meeting with 5 people. Давайте предположим, что я провожу встречу с 5 людьми. I'm going to sit down to start the meeting. Я сяду для того, чтобы начать это мероприятие. My host, the person who invited me to their house, they're sitting down. Тот человек, хозяин, который пригласил меня на эту встречу в свой дом, он садится рядом. They introduce me sitting down, and I begin just like this. Они меня представляют присутствующим, и я начинаю разговор примерно так же, как и сейчас буду.
And I'm sitting the whole time until I get to the whiteboard. I have that right next to my chair. До тех пор, пока я не подошел к доске, на которой я буду рисовать, я все время сижу. And then I get up and I'll mark during my circles. И после этого я встаю и начинаю рисовать мои кружки. When I finish that part, I'm going to come and sit down again. Когда я заканчиваю с этой частью, я возвращаюсь на свое место и сажусь. Because if there's just 3 or 4 people in a small living room, Потому что если 3-4 человека сидят в небольшой гостиной, and I'm standing up over them, а я встаю и начинаю вот так возвышаться над ними, the prospect is going to feel a little defensive. потенциальный клиент начинает себя чувствовать немножко в обороне. Оборонительную позицию начинает занимать. That's a little bigger, meaning I got 8 or 10 people. I'll probably stand the whole time. Если встреча немножко больше, 8-10 человек, то, наверное, я буду стоять практически все время на ногах. Won't seem so threatening, it'll be okay. Это не будет уже выглядеть таким устрашающим жестом, это будет выглядеть нормально. I'll do my dream building, but in a little more reserved way. Я буду продолжать проводить свое построение мечты, но в более спокойным способом. Like, for instance, I will tell who's ever hosting my meeting. Я буду, например, вот к примеру, я бы сказал следующее. Все, кто когда-либо были хозяевами моих встреч, to have the first space in the driveway reserved for my car, and I'm going to be parked right in the front. Я всегда просил вот этих хозяев дома, чтобы самое первое место перед домом было зарезервировано для моей машины, чтобы я встал прямо напротив дома. Now see, in my yellow Viper, I had a license plate. Can you get individual license plate with your name on it? Ну, вы знаете, что здесь в Украине, кажется, тоже можно получить личный номерной знак, да, чтобы было написано все что угодно, да? Qué rico. Okay, because on my yellow Viper it said MLM guy. Потому что на моем желтом Dodge Viper на табличках, да, написано MLM guy, то есть парень MLM. My black Viper said MLM Pro. Мой черный Viper на табличке написано MLM Pro. My red Viper said MLM Dude. На моем red, yeah? На моем красном Viper написано MLM чувак. And then the NSX had MLM, I don't even remember, something else. А на моем NSX еще что-то написано, уже даже не помню, MLM что-то. But all of my cars were beautiful, gorgeous cars, which were always sparkling clean. Но всегда на встрече я приезжал на своих блестящих, чистейших машинах, которые просто блестели, только что из мойки. So I don't need to say anything. When they arrive for the meeting, they have to walk by my car to get in the house. Мне не нужно было ничего рассказывать. Все, что происходило, когда они приходили на эту встречу, все, что им нужно было, это пройти мимо моей машины. And you know that every guy is going to say to his wife, I bet that's the guy who's going to talk tonight. И можете поспорить, что каждый абсолютно мужчина говорил своей жене при этом, что могу поспорить, что это прикатил этот парень, который будет выступать сегодня. So I'm not even going to talk about my car. They'll know it because they've seen it. За время встречи я бы даже ни разу не упоминал, что у меня есть эта машина. Они это уже все знали, потому что они ее видели. I'm not going to talk about jewelry, but I might be wearing some diamond cufflinks or a $20,000 watch or something that when they're sitting there, they'll say, this guy has money. То есть я бы не говорил ни о каких драгоценностях. Все, что им нужно было, это посмотреть на мои запонки бриллиантовые или на мои часы за $20 000. Они на это смотрели и говорили, этот парень что-то знает. So I will demonstrate my wealth, but I won't brag about it. Я бы демонстрировал свое богатство и процветание, но я ни в коем случае об этом не упоминал. Because if I brag about it, потому что в тот момент, когда я начинал бы, если бы я начинал об этом говорить, pretty soon the prospect's going to do this. Очень скоро потенциальный клиент начинал бы делать это. And then pretty soon he's going to do this. Делать это.
And he's going to be thinking, don't you hate these rich people who rub their money in your face? И начинал бы про себя говорить, ну как тебе нравится? Я ненавижу этих богатых людей, которые деньгами втирают тебе в лицо. He's all locked up, defensive. То есть он находится в глубокой защите, он полностью закрыт. So I don't do that in the home meeting. I let the evidence speak for itself. Я не делаю ничего этого на домашних встречах. Я позволяю просто свидетелям самим об этом думать, то, что они видят. Now some of you are saying, well, that doesn't work for me. I don't have a Viper to park in front. Кто-то из вас, наверное, сейчас хочет сказать, что для меня это не будет работать. У меня Вайпера нет, я не могу его припарковать перед домом. Okay, I didn't when I started either. Вы знаете, когда я начинал этим заниматься, у меня тоже не было Вайпера. And that's why you use your sponsorship line. Именно поэтому вы используете ваших спонсоров. We always say we tell other people's stories until we develop our own. Мы, как всегда, я говорил, что мы используем истории других людей до тех пор, пока мы не начинаем обрастать своими собственными. Now, when I do a hotel meeting, когда я провожу встречу в отеле, the dynamics change. Динамика меняется. And understand, again, I'm getting you into the science of the psychology here. И опять поймите, что я сейчас вас завожу в науку психологии, человеческой психологии здесь. Because now we're talking about show business. Потому что сейчас в отеле мы уже говорим о шоу-бизнесе. There's a term in show business, it's called, see there's big lights here, because this stage normally ends right here. Okay? Вы знаете, есть одно выражение в шоу-бизнесе, вот там вот есть софиты, да, освещение, потому что обычно сцена заканчивается здесь. So we have like 15 banks of lights that run along the stage. И здесь прям по краю идет где-то, большое количество вот этих 15, наверное, вот этих наборов ламп, которые полностью опоясывают сцену. And then they make special spotlights just to shine in the speaker's eyes so they're blind. Потом используются специальные направленные прожекторы, их задача заключается в том, чтобы слепить глаза лектора. So there's an expression like in New York City on Broadway or in London on the West End to get over the lights. Поэтому на Бродвее, в Лондоне, вообще в любых больших театрах в шоу-бизнесе есть выражение «переступить через огни». It's very hard to see the audience because the lights are right in your eyes. Когда на вас светят вот эти все прожектора, очень трудно видеть аудиторию, потому что вы слепнете, вы ничего не видите, вы в темноте. But the great actors, they connect with the audience anyway. Но великие актеры, они все равно находят эту связь, и они связываются со своей аудиторией. And this is what we've got to do with our hotel opportunity. И вот именно это мы должны делать во время наших встреч по предоставлению возможностей в отелях. I have to get over the lights, so I have to be more theatrical. Я должен переступить через огни для того, чтобы стать более театральным. So I'm gonna make some jokes about money. Теперь я могу шутить по поводу денег, начать рассказывать шутки по поводу денег. I'm gonna talk about lifestyle. Я буду говорить о стиле жизни богатых. I'm gonna make a joke about alarm clocks. Я начну шутить по поводу будильников. Like, I'll be talking about something and I'll say alarm clock. Например, я буду говорить, и вдруг скажу слово «будильник». I'll say, alarm clocks, what a stupid invention. Я скажу, будильник, какое глупое изобретение. What are alarm clocks for? Для чего нужны будильники? You know when you're supposed to wake up? Вы знаете, когда вы должны просыпаться? When you've finished sleeping. Когда вы заканчиваете спать. Right? Правильно? So now, the first thing, the guy is going to laugh at the joke. Ну, первое, что произойдет, человек будет смеяться над этой шуткой. Second thing, he's going to think about what time his alarm clock goes off every morning. А второе, о чем он подумает, это во сколько каждое утро начинает работать его будильник. Then he's going to think,
that guy on the stage, he doesn't have to use an alarm clock. И он начинает думать, что этот парень на сцене, ему не нужно заводить никакого будильника, он его не использует. If I get in this business, I could get rid of my alarm clock. Если я вступлю в этот бизнес, я могу наконец-то избавиться от моего будильника. And wake up when I finish sleeping. И просыпаться тогда, когда я закончу спать. So I'm going to talk about my cars. Итак, а потом я могу поговорить о моих машинах. And I'm going to make a joke about broke mobiles. И пошутить по поводу сломанных машинах. Okay, now we have Lada. What's the third car? The bad one. Yeah. What is it? Zaporozhye. Okay, so I'm going to make a joke. I'm going to say something about broke mobiles. Я буду говорить о поломатых машинах, да? Now, they're going to look at me funny because they don't know what's a broke mobile. Они будут на меня смотреть так удивленно и говорить, потому что не будут знать, что значит вообще этот термин «поломатая машина». So I'm going to make a joke and say, oh, you know, broke mobiles. Вы знаете, поломатые машины. Like Toyotas. Toyoты. And Ladas. Lada. And Zaporozhye. Zaporozhyes. You know, cars that they make for broke people. Ну, машины, которые делаются для бедных людей, поломатые машины. Now, if I have a couple hundred people, если передо мной несколько сотен людей, a lot of them will start to laugh at that. Многие из них начнут над этим смеяться. Even though they drove here in a Lada. Даже если они приехали на эту встречу на Ладе. But if the person next to you laugh at a joke, you always laugh at a joke too. Если человек рядом с вами смеется над шуткой, обычно вы тоже смеетесь над этой шуткой. So because of the dynamics of the room, благодаря динамике комнаты, вот этого зала, I can make fun of their situation a little. Я могу немножко подсмеяться над их теперешней ситуацией, их теперешним положением. And they won't get defensive, they will laugh with me. И они не будут переходить в глубокую защиту, потому что будут смеяться вместе со мной. But I don't do that in a home meeting with 5 people. Я никогда не буду этого делать на встрече дома с 5 людьми. Because the guy's he's going to say, Lada? Потому что один из них скажет, Лада? I drove here in a Lada. Я на Ладе сюда приехал. He's out of there. Уйдет отсюда. Right? Now, if I do it in a hotel meeting with a few hundred people, когда я это делаю в отеле с сотнями людей вокруг, he's going to laugh and say, yeah, I drove here in a Lada. Он будет смеяться и говорит, да я приехал на Ладе, да. He'll have fun with it. Он будет над этим смеяться. Because the dynamics of the room are fun on a larger scale. Потому что динамика зала, направленная на смех, увеличивается с объемом комнаты. Now, by the way, I don't expect you to memorize all this psychology I'm teaching you today. Опять же, я не ожидаю, что вы будете запоминать наизусть все вот эти психологические выкладки, о которых я вам сегодня рассказываю. You don't need to. Вам это не нужно делать, вы не обязаны это делать. I'm just giving it to you as examples so you learn the principles. Я вам даю их как пример для того, чтобы вы заучили основные принципы. And then as you learn your system with your sponsorship line, you just model the behavior of the line above you. И в тот момент, когда вы будете изучать вашу собственную систему с вашим аплайном, вы будете просто моделировать ту систему, которая создана над вами. So these are just, I'm teaching you some of this stuff so you can see ways that keep it fun for you and also make the meetings very effective. Я обучаю вас тем вещам, которые могут дополнительное веселье принести вот в вашу работу, в вашу жизнь, дополнительное удовольствие и превратить ваши встречи в более эффективные инструменты. And the bigger the meeting is, the more fun I'm going to have and the more outrageous I'm going to act. И чем больше встреча, чем больше мероприятий, чем больше веселья будет на этом мероприятии, и тем более странно я буду себя вести. And you just learn these little
techniques that make it fun and very effective. Вы будете узнавать на этих встречах вот все эти маленькие вещи, эти технологии, которые превращают встречу в действительное удовольствие и в эффективный инструмент. Let's go back to our home meeting example. Давайте вернемся немножко назад к нашему примеру дома. I got a guy, he doesn't want to be there, his wife made him come. У меня передо мной сидит человек, мужчина, он вообще здесь не хочет находиться, его жена заставила прийти. So he's sitting here all locked up, just glaring at me. И он сидит и кидает какие-то молнии в моем направлении, он весь такой в глубокой, глухой защите. Let me tell you what you do. И давайте я вам скажу, что делать с ним. Walk over and touch him on the knee. Подойдите к нему поближе и просто прикоснитесь к колену. And he will immediately do this. И он сразу же сделает это. In other words, so cross up for me. Другими словами. So you would say something like, here's how this could work for you, sir. И вы можете сказать что-то, вот как это может работать для вас, сэр. And just as you say you touch his knee. И в тот момент, когда вы tрогаете его колено, и он сразу. Tell you what else I'll do when I get one of those, suspects. Я вам еще раз скажу, что еще я делаю, когда вы сталкиваетесь с такими подозреваемыми. I'll start to draw my circles. Я начинаю рисовать свои кружки, да? And then I'm going to ask him a question that anybody could answer. После этого я задаю ему вопрос, который, абсолютно любой человек может ответить. So I'm going to say, this is you. Это вы. And you get 5 people in the business. И вы приводите 5 людей в бизнес. So now you have 6 people. И теперь у вас есть 6 людей. Each doing $100 a month. Каждый из которых делает объем $100 в месяц. And then you say, sir, how much is that? И после этого ему говорите, сэр, сколько это будет в сумме? And he will immediately go, $600. $600. Okay? Now here's what happens next. Вот что дальше происходит. You say that the 5 get 5 more each. Вот. When you've got the circle. So now you say, now these 5 each get 5 После этого more. вы говорите, а эти 5, они приводят еще 5. And those 5 each get 4 more. Каждый из этих 5 приводит еще 4. And you keep getting more and more circles. И вот вы рисуете больше, больше и больше этих кружочков. Then you start talking about what percentages people make. После этого вы начинаете говорить о процентах, которые получают люди. Mr. Negative is thinking you might ask him something again. Что дальше происходит? Мистер Негатив, он сидит и ждет, что вы сейчас его опять что-то зададите посчитать. So he is sitting on the edge of his chair. То есть он сидит с краю стула и смотрит на абсолютно ваш каждый взмах вашего маркера. You will find that sometimes the people who come the most negative will be the first ones to sign up after that. Вы знаете, вы для себя очень скоро, если не обнаружили уже, скоро обнаружите, что обычно самые негативные люди, как правило, самые первые подписываются в конце концов. Because, now, understand, you have to ask a question that anybody could answer. Потому что поймите следующее, что вы должны ему задать вопрос, на который может ответить абсолютно любой человек. Because if you ask him a question that he gets wrong, you've lost him forever. Потому что если вы ему зададите вопрос, на который он не сможет правильно ответить, все, вы его потеряли навсегда. And he's going to crawl under his chair. И он просто проползет мимо вас под своим стулом. But when you ask him a question he can answer, an easy one, he doesn't know that you're never going to ask him another one. Но в тот момент, когда вы ему задаете легкий вопрос, да, на который он в состоянии ответить, он на самом-то деле не знает, зададите вы ему еще какой-то вопрос или нет. Yeah, so all those circles go on the percentages, he's getting more and more enraptured because he's so afraid you're going to ask him. Поэтому он смотрит на все эти кружки, на все эти проценты, он все считает в уме, он все больше и больше вовлекается в этот процесс.
Он ждет от вас подвоха. Remember, you're only responsible for you. Помните, вы несете ответственность только за вас. You learn these skills on how to present effectively. Вы учите эти навыки, заучиваете эти навыки, как представлять себя эффективно. You learn the psychology because the prospect does not know what's going on in his own mind. Вы изучаете психологию, потому что интересный факт, потенциальный клиент понятия не имеет, что происходит у него в собственном разуме. The prospect doesn't know what is his own best good. Потенциальный клиент сам не знает, что для него самого лучше. They've been programmed with all this crap from the TV and everything for their whole life. Потому что они были запрограммированы всем этим мусором из телевизора до конца дней своих. They really don't know what's in their own best interest. Они даже не знают, что на самом деле для них лучше. Our job as sponsors Наша работа как спонсоров is to show them what could be their best interest. Заключается в том, чтобы им показать, что могло бы быть для них лучше. Not to sell them, Не продавать им ничего, not to convince them, не убеждать их ни в чем, not to beg them. не умолять их ни о чем. Your responsibility is not for them, Ваша ответственность, вы ответственны не за них, it's to them. а перед ними. And your only responsibility is to show it to them once. И вы несете ответственность только показать это им один раз. If they're open to it, then you can help them. Если они открыты для этого, вы можете им помочь. And if they're not open to А it, если они не открыты для этого, they're in the 1,000. то They're with the group of 1,000, они как раз той группой в 1000 человек, protecting the past. которые защищают свое прошлое. Move on and find the person who's looking. Продолжайте двигаться и найдите того человека, который ищет. We're looking for people who are looking. Мы ищем тех людей, которые ищут. And on that note, И на этой ноте we'll see you tomorrow я morning. увижу завтра вас рано утром. До свидания. Thank you. All right. Спасибо.